Вы ведете свой YouTube-канал, снимаете видео, но не знаете до сих пор, как сделать свой YouTube-канал успешным. Пришло тогда время разобраться в YouTube-аналитике, что стоит за статистикой. Меня зовут Алена Полюхович, и в этом видео я раскрою тебе секреты YouTube-аналитики. Они помогут тебе понять не просто, что нравится твоим зрителям, но и помогут вывести твой YouTube-канал абсолютно на новый уровень. А прежде чем начнешь смотреть этот ролик, не забудь подписаться, чтобы не потерять наш YouTube-канал. Если ты готов погрузиться в мир цифр, которые действительно работают, тогда поехали! Итак, мы с вами находимся на нашем канале, нажимаем «Творческая студия YouTube», и нам открывается главное. Здесь уже есть панель управления каналом, здесь уже у нас есть такая сводная информация по аналитике. То есть у нас здесь есть эффективность последнего короткого нашего видео, мы можем посмотреть. В целом сводная аналитика по каналу, сколько у нас было подписчиков в целом за последние 28 дней. Сводные данные можем посмотреть по просмотрам, времени просмотров, лучшие видео. Здесь у нас есть новые комментарии, опубликованные видео, наша запись на вкладке «Сообщество», даже вот какое-то обучение по YouTube у нас есть, и недавние действия на канале, то есть мы здесь можем посмотреть подписчики, и наши подписчики, и кто является нашим спонсором. Но это немного не та аналитика, которая нас интересует. Поэтому мы с вами опускаемся ниже на вкладку «Аналитика». И здесь у нас в правой стороне мы можем выбрать количество дней, за которые мы хотим проанализировать. То есть 7 дней, 28 дней, 90 дней, год, все время, конкретный год, либо же мы можем выбрать другой диапазон дат и поставить вообще те даты, которые нас конкретно интересуют. Здесь вы можете видеть в целом ваши просмотры, время просмотров, количество подписчиков, и если у вас подключена монетизация, то сколько вы получили дохода. Однако нужно помнить, что здесь, на этой вкладке, все эти данные, они довольно обобщенные, потому что у нас видео делятся на лонги, то есть длинные видео, и шортсы, более короткие видосы. Поэтому если у вас там просмотров оказалось, допустим, за последние 28 дней меньше, чем за предыдущие 28 дней, это еще ни о чем не говорит, потому что когда вы перейдете во вкладку «Контент», вот здесь вы как раз можете посмотреть конкретно видео, то есть ваши длинные видео и их показатели, и ваши короткие видео, шорты. И, возможно, вы перестали снимать шорты, и поэтому вам будет казаться на обзорной вкладке, что ваши просмотры упали, а ваши длинные ролики как набирали, так и набирают. Ну, в нашем случае у нас больше смотрят и обычных видео, как мы видим, и шортсов тоже смотрят гораздо больше, потому что мы стали в последнее время их активно снимать. И здесь также можно посмотреть по прямым эфирам, если вы их ведете, по плейлистам, подкастам и записям. Также можно посмотреть ваших подписчиков, как они росли, как они падали, в какие периоды, как это происходило. И также в текущем, в реальном времени, вот здесь у нас есть статистика, прям в реальном времени за последние, там, показывается ваше количество подписчиков, вот такая красивая циферка. Если вы на нее нажмете, вот здесь видите кривую, по которой можете отследить, как они росли. И опять же выбрать нужный вам диапазон дат. Если вы опуститесь чуть ниже, то вы здесь увидите подкасты, если вы их ввели, новый контент, например, за 1 час 10 минут после публикации по сравнению с нашими обычными показателями, что происходит с этим контентом. И вот здесь с левой стороны можно посмотреть самый популярный контент за период, посмотреть, сколько было просмотров на ролике и какая средняя продолжительность просмотров. Это довольно-таки общие цифры, которые в целом для конкретно продвижения каких-то идей вам ничего особо не дадут. Поэтому двигаемся с вами дальше. Если мы нажмем на вкладку, как раз-таки вот здесь внизу самый популярный контент за период подробнее, нам откроется уже более обширная статистика. Опять же, с правой стороны у нас здесь есть дата, которую мы можем выбрать, и сравнить, какие ролики у нас были, например, самые популярные. То есть вот здесь отсортировываем по просмотрам. За последние 28 дней, например, самый популярный ролик был, это новый мой ролик про Facebook Business Manager. Кстати, если вы не смотрели и настраиваете рекламу в Фейсбуке, рекомендую к просмотру. Но также здесь вы можете посмотреть ролики, возможно, какие-то, которые вы снимали
допустим, 90 дней назад, там, я не знаю. Вот, например, у нас был очень древний ролик, это короткий ролик, называется «Как установить Инстаграм на мобильный телефон». И, как видите, он собирает довольно-таки много просмотров. Таким образом, вы можете посмотреть, какие ролики у вас до сих пор набирают популярность, набирают много просмотров. Возможно, вы их снимали давно, но таким образом вы можете посмотреть, что типа, блин, а вот этот ролик был клевый, он приносит мне до сих пор просмотры. Возможно, этот формат вы больше не используете и забыли о нем. И есть смысл как раз-таки начать снимать подобные ролики. Также, если вы обратите свой взор чуть-чуть выше, есть такая стрелочка вверху, называется «Экспортировать текущее представление». Можете сразу экспортировать в Google таблицы, например, или же сразу скачать в Excel. Это очень полезно, если вы действительно хорошо работаете с числами, у вас хорошо все со статистиками. У вас есть полная выгрузка всех ваших видосов. Здесь полностью написано, получается, вам время, когда вы их публиковали, сколько было просмотров, среднее время просмотров и так далее. То есть вы здесь уже можете в Excel просто баловаться, делать кучу анализов, то есть сортировать по популярным просмотрам, сортировать по времени просмотра видео, посмотреть, что у вас за ролики были популярны, и уже находить какую-то зависимость, выводить какие-то данные, делать какие-то выводы. Поэтому если вы работаете с довольно-таки большим объемом роликов, например, или у вас несколько YouTube-каналов, то вот эта вот функция выкачать в Excel, она очень и очень удобна и может пригодиться. Но не все замечают вот эту маленькую стрелочку вверху, так что имейте в виду. Следующая очень интересная особенность, вкладка, которая достаточно спорная, и, скорее всего, вы даже не ожидаете от меня это услышать. Итак, аудитория. Мы переходим с вами сюда на аудиторию. Опять же, напоминаю, что здесь выставляем тот период времени, который нас интересует, и мы здесь можем посмотреть нашу аудиторию, вот здесь возраст и пол. Конкретная разбивка есть по всему каналу, и можно посмотреть по отдельным видео, либо же шортсам, либо же прямым трансляциям, кто же чаще всего смотрит наш YouTube-канал. Мы видим, что у нас это мужчины, и мужчины в возрасте 35-44 лет. В принципе, что логично, потому что чаще всего к нам обращаются владельцы бизнеса какого-либо, как правило, чаще всего это мужчины. Но почему я не рекомендую вам свято верить в эту статистику и ориентироваться только на нее? Потому что это YouTube-канал, то есть ваши видео должны видеть не только одни мужчины, его должны замечать все. Да, большинство людей на нашем YouTube-канале это зрители мужчины, вот именно такого возрастного диапазона 35-44. Но это не означает, что мы должны снимать ролики исключительно под них, исключительно ориентируясь на их интересы, там, не знаю, стиль роликов, который нравится в таком возрастном диапазоне мужчинам. Иначе, потому что, 35-44 лет, мужчины 73,6%, то есть если мы начнем снимать ролики такого формата, то YouTube будет показывать наши ролики исключительно вот этим вот 30% людей, пользователей на YouTube. Соответственно, 70% просто пролистнут мимо и не увидят наш ролик. А скорее всего, вы хотите привлечь себе как можно больше аудитории, новой аудитории. Поэтому ролики на YouTube нужно стараться снимать таким образом, чтобы они были интересны абсолютно всем, были интересны даже ребенку, как бы странно это ни звучало. То есть ролик должен привлекать внимание, а привлекает он внимание благодаря названию, обложке, то, что у вас нарисовано на заставке, на плашке вашего ролика. И у нас, кстати, есть видео на канале, как рисовать классные плашки. Николай снимал, поэтому, если вы еще его не смотрели, обязательно посмотрите. Очень важно ориентироваться как раз-таки больше не просто на то, кто ваши пользователи, то есть мужчины, женщины, какой возраст, а как раз-таки на вкладке, что смотрят ваши зрители, то есть каналы, на которые они также подписаны, или что они смотрят. Но, к сожалению, не на всех YouTube-каналах, не во всех аналитиках такие данные есть. К сожалению, на нашем нет. Я вам вот показываю сейчас на другом нашем YouTube-канале. Вы здесь можете их просмотреть, проанализировать, про что они снимают, какой у них контент, что интересно.
людям и брать это себе на вооружение. И ниже вкладочка «Что смотрят ваши посетители?». Ну вот здесь у меня тоже, к сожалению, недостаточно данных оно пишет и не может это отобразить. Но у вас, возможно, на этой вкладке как раз-таки и будет список того, что ваша аудитория смотрит. И вот на эти показатели очень важно ориентироваться в первую очередь. И если у вас все-таки нету этой вкладки, что смотрят ваши подписчики или на какие каналы они подписаны, тогда есть чуть-чуть сложнее, длиннее, даже я бы сказала, не сложнее способ, вы все равно можете найти похожие ролики. Для этого мы с вами возвращаемся в аналитику, нажимаем галочку «Контент», нажимаем галочку «Видео», нажимаем «Подробнее». Нам открывается вот такое вот. Выбираем с вами последние где-то, давайте, 90 дней. Переходим с вами в источник трафика и выбираем с вами дополнительный показатель. Это у нас будет охват, показы. И дальше мы с вами вот здесь вот опускаемся ниже и выбираем рекомендуемые видео. То есть это переходы из списков похожих видео. Поэтому мы с вами сюда и переходим. И здесь вот мы по показам можем с вами отсортировать и понять, где же были наши ролики показаны, на каких похожих YouTube-каналах, на каких похожих роликах. Очень часто здесь будут показаны ваши же ролики. Это абсолютно нормально, потому что у вас одна и та же тема канала, и, естественно, YouTube будет под вашими роликами рекомендовать часто ваш другой ролик на другую тему, но похоже. Но абсолютно не все здесь видео будут ваши. То есть вот мы смотрим мой ролик, ну, наш ролик, чат GPT, наш ролик. Ну, вот, смотрите, ниже мы опускаемся, мы уже видим совершенно другой ролик. Это наш ролик. Вот, пожалуйста, используем чат GPT при работе в Excel. Как установить нейросеть. Поэтому, если у вас нету той вкладки, ничего страшного, вы всегда можете здесь посмотреть, каким форматом ролика, каким блогером вас относил YouTube. То есть вы можете, например, взять любой ролик, не ваш, где вы показывались, да, посмотреть его на YouTube-канале, перейти на YouTube-канал, собственно, этого человека, выбрать видео, отсортировать по популярным и посмотреть, какие ролики были популярны за последнее время. И если вам подходит эта тематика, например, снять что-то похожее или что-то на эту тему. Ну, нам здесь показалось, потому что мы снимали про чат GPT, поэтому нам показался этот ролик. Вот так просто можно искать идеи для своего контента. Так, дальше с вами перейдем на такую интересную вкладку, которая называется «Тренды», в аналитике находится. Как мы видим, здесь нам предлагаются идеи для новых видео. И почему я не рекомендую сильно пользоваться этой вкладкой? Да потому что, как вы видите, новые видео для вдохновения. Он нам предлагает что? Первый персональный суперкомпьютер NVIDIA. Гаджеты, которые изменят нашу жизнь уже. Стоит ли программирование учить в 2025 году? Ну, мне кажется, что это немного не наша тема для нашего YouTube-канала. Мы все-таки снимаем немного о другом. То есть, если мы нажмем «Показать все», вот здесь у нас будет просто огромное количество разных роликов. Топ-5 трендов продаж 25, которые меняются в бизнесе, ну, это еще как-то куда ни шло и так далее. То есть здесь YouTube не может почему-то, к сожалению, показать более точную картинку, что подойдет конкретно нам. То есть наш YouTube-канал, он все-таки довольно-таки узконаправленный, потому что мы снимаем ролики только про SEO, только про маркетинг, про видеомаркетинг. И, видимо, YouTube немного глючит, сбоит его алгоритмы, и он нам предлагает более широкие темы для нашего видео. Ну, как бы это неправильно, и нам не нужно менять свой YouTube-канал и начинать снимать видео про то, стоит ли учить программирование в 2025 году. Поэтому, если вы заходите в эту вкладку и хотите ознакомиться с видео, вы можете это сделать, но и бежать снимать ролик на какую-то тему, которую вам предлагает здесь YouTube, точно не стоит. Ну, у нас с вами есть вкладка «Выше», идеи для новых видео. Это что ищут зрители. Здесь мы можем посмотреть их поисковые запросы, которые уже более адекватны и логичны. То есть SEO Content Strategy мы видим, Google Ads Case Study 2024 года, Google Keywords Planner 2024 года. То есть здесь уже что-то похожее на нашу тематику. Также мы можем здесь ввести поисковый запрос, например, как настроить рекламу в Google.
Google Ads, например, и мы увидим уже здесь, что смотрят зрители по этому запросу, да, и уже можем посмотреть похожие ролики, сделать какой-то вывод и снять что-то похожее, почерпнуть, так сказать, идеи. Так что вот здесь как раз-таки пользоваться вот этой вот вкладочкой топ запросов на эту тему уже как раз можно и даже нужно. Также вы можете посмотреть, например, на вкладке «Контент-видео», вы можете выбрать абсолютно любой ролик, зайти в аналитику конкретного ролика. То есть вы сюда переходите, и, в принципе, те же самые показатели, которые были в целом по каналу, но уже у нас есть по конкретному видосу. Мы можем проанализировать его просмотры, время просмотров в часах, сколько она дала нам подписчиков, посмотреть источники трафика, из каких разделов зрители переходили к нашему ролику, посмотреть текущую статистику в реальном времени, также посмотреть опять-таки на аудиторию можем здесь, какие зрители были, сколько зрителей, которые на наш канал подписаны, просмотрели его, а сколько было уникальных зрителей. То есть, опять же, то же самое без подписки с подпиской. Здесь мы можем посмотреть топ регионов, которые смотрели наш ролик, ну, языки субтитров, если вам это интересно, опять же, возраст и пол, и даже тип устройства, где чаще всего его смотрели. То есть тип устройства нам очень важен, хотя бы как минимум для того, чтобы понимать, когда вы делаете ту же самую плашку, обложку, да, на видео, чтобы она красиво смотрелась и читалась даже на мобильном устройстве любом, потому что вот как вы видите, этот ролик смотрит именно чаще всего с мобильного устройства. И также мы можем здесь провалиться дальше, если мы нажмем подробнее, и посмотреть все наши более такую разбивку данных, там источник трафика можем зайти, да, посмотреть здесь, сколько было показов конкретно на странице, например, каналов, в рекомендуемых видео в разделе, и наш CTR. Также здесь есть полезная такая функция, вот тут вверху сравнить. Вы можете сравнить свой ролик с каким-либо другим роликом на вашем YouTube-канале, который вы снимали по похожей теме. Понятное дело, что сравнивать, точнее, этот ролик с роликом, там, я не знаю, про настройку рекламы Facebook будет нелогичным, потому что темы абсолютно разные, и даже время ролика абсолютно разное. Вам нужно сравнивать только тот ролик, у которого похожая тематика и похожее время. То есть, если вы снимали, условно говоря, там, какой-то курс год назад, и сейчас вы сняли, у вас одна и та же тематика, у вас продолжительность ролика по времени плюс-минус одна и та же, вы можете вот здесь, вот на этой вкладке, сравнить ваши видео. Ну, вот я здесь просто условно беру любой ролик, да, просто чтобы вам показать, чтобы вам было понятно. И вы вот здесь можете посравнивать просмотры, источники трафика, откуда они были, разбивка, как бы, и так далее. Сравнить, там, не знаю, с показами, например, и посмотреть. Ну, как видите, абсолютно два разных ролика, поэтому естественно, что у нас тут будут абсолютно вообще разные, как бы, графики, но вот если у вас похожие ролики, вы можете вот так сравнить и сделать определенный вывод. Например, ролик, который вы снимали год назад по такой же тематике, зашел лучше, чем ролик, который вы сняли сейчас. И уже проанализировать какие-то ключевые моменты, что в том ролике было лучше, чем в этом ролике, который вы сняли сейчас. Ну, или же наоборот, вы увидите, что ролик, который вы сняли сейчас, он имеет гораздо лучшие показатели, чем точно такой же ролик, который вы снимали год назад. Значит, вы делаете все классно, все правильно. Возможно, вы внедрили какие-то новые фишечки, которые этот ролик раскрутили гораздо лучше. Так что обязательно пользуйтесь этой вот функцией сравнения. Очень полезно. Также очень важно, на что нужно в аналитике ориентироваться, это на вкладке «Аналитика», на вкладке «Контент». Выбираем наше видео, и вот здесь вот опускаемся вниз, и мы видим ключевые показатели удержания аудитории. У вас здесь есть вступление, то есть зрители, которые продолжают смотреть спустя 30 секунд вашего ролика. Вот здесь можно посмотреть, что это были за ролики, да, и мы просто анализируем, какие у нас там были
вступления и, так сказать, продолжаем в этом же духе снимать ролики. Хорошие вступления мы продолжаем использовать, плохие вступления мы, естественно, с вами не используем, пропускаем. Также здесь у меня пишется, что ни в одном из недавно опубликованных видео нет лучших моментов, но я сейчас вам покажу на другом нашем YouTube-канале. То есть вот здесь вы видите, у нас есть лучшие моменты, которые можно просмотреть, пики, то есть те фрагменты, которые зрители пересматривают чаще всего. Вот можно просто посмотреть, какие фрагменты больше всего понравились и которыми, возможно, на этих моментах вашим роликом поделились зрители. И также посмотреть можно спады, то есть где люди выключали или пролистывали фрагмент. Также можно посмотреть и проанализировать таким образом. То есть, возможно, где-то вы использовали рекламу, и люди там пролистывали, да, возможно, где-то вы не попрощались или не попросили подписаться на канал, то есть вы уже таким образом с помощью этой аналитики здесь анализируете каждый ваш ролик, какие моменты были у вас самые лучшие в роликах, какие были самые худшие, и старайтесь в новых роликах повторять лучшие моменты и не повторять худшие моменты. Это были самые важные моменты, ключевые в аналитике, на которые вам важно обращать внимание, с которыми нужно работать и какие нужно анализировать. Не забудьте подписаться на нас, если вам было интересно, поставить лайк, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые ролики. Конечно, делитесь этим роликом в своих соцсетях с другими людьми, пусть они тоже прокачают свои навыки в YouTube-аналитике. Ну а если вам все еще не так все до конца понятно в видеомаркетинге, и вы еще не начали продавать с помощью видеомаркетинга, тогда обращайтесь к нам, переходите по ссылочке в описании, и мы сможем провести вам бесплатный анализ ваших соцсетей и поможем с вами вместе выстроить нужную стратегию в видеомаркетинге, которая точно принесет вам продажи. До новых встреч и хороших вам продаж!